Всем привет! Друзья, вы на канале Баллады о рыбалке, с вами Игорь. И сегодня я вам покажу, как сделать насадку для ловли карпа. Насадка хороша тем, что на нее клюет практически везде. И бывает даже такое, что когда они ловятся на кукурузу, там, на горошек и на картошку, на прочее, бойлики и прочую кухню, на это берет. Вот, это старое доброе тесто, но необычное. То есть, как я его буду готовить, смотрите дальше. Шаг номер один. Нам нужно отварить картошечку. Прямо в мундирах ее берите, варите. Желательно молодую. Но не такая, которая там кожица чистится. Такую уже, которая держится на месте. Важно не разварить ее в хлам, чтобы она у вас была целенькая, но в то же время мягкая. Варим на небольшом огне. Дальше картошку нам нужно очистить от кожуры. Что мы и делаем. Так, готовенько. Теперь нам с нее нужно сделать, условно говоря, тертую массу. Вот это нам подходит идеально. Просто берем и трем. Видите, как получается. Можно взять и тертушку, это делать тертушкой. Только есть одно маленькое но. Отмывать тертушку потом, вряд ли вам это понравится. Поэтому я делаю так. Вот такая масса у нас получается. Это недолго, займет у вас минут 5 вашего времени максимум. Я вам скажу так, даже если у вас попадутся крупицы, это не страшно. Вы можете ее просто взять и подавить. Так, есть. Видите, она по умолчанию каким становится? Вязким. Вот когда вы ее протираете, это лучше всего. Так, ну что же. Теперь давайте добавлять то, что нам необходимо для нашей массы. Нужен нам мед. А еще нам нужна кукурузная мука. Желательно старайтесь, чтобы сахар попадал туда меньше, если мед уже засахарился, затвердел. Либо растопите его. Гораздо проще будет упражняться с этим всем. Важно, нам нужно сделать, чтобы она была сладкая. Поэтому не сильно скупитесь на мед. Все, теперь давайте будем добавлять муку. Наша цель сделать тесто, которое не будет липнуть к рукам. То есть сейчас немножечко мы еще добавим муки и будем месить. Так, ну вот этой массы нам хватит, больше муку добавлять не будем. Вот раз.
Вот такое у нас получилось тесто. Берем, чтобы у нас оно где-то толщиной было 2 сантиметра. Плюс-минус. И дальше идем к следующему шагу. А следующий шаг у нас варка. В общем, жду, пока закипит вода, и будем финализировать наш рецепт. Так, еще один важный момент. Вода ваша должна быть тоже сладкой. Можете сахара добавить, но я уже, если начал меда, то я добавлю тоже меда сюда. Но я думаю, объяснять почему не нужно. Потому что когда вы варите в воде, то в конечном итоге вываривается вкус. А он должен у нас сохраниться. Поэтому мы добавляем мед, чтобы водичка была сладенькая тоже. Сейчас еще раз коверну. Все, этого более чем. Пускай растворяется. Так, дальше я разрезал на небольшие кусочки, для того, чтобы оно быстрее варилось. Остальное положил в морозилку. Думаю, мне этого достаточно будет, чтобы на раз половить. Все, отправляем теперь вариться. Заливаем водой. И добавляю в воду обязательно еще немножечко меда, либо сахара. Для того, чтобы у вас не обварился вкус. Так, есть готово. Важная деталь, ребят, не варите его на сильно быстром огне, развалится. Вот, варите на умеренном огне, получится нормально. Теперь мы его выливаем в воду и охлаждаем. Ложим в холодильник. Вот получается у нас вот такой кусочек теста вареного. Все, дальше его режете. Хотите на бойлики, хотите на поменьше. Вот, в зависимости, ну, я вам скажу так, это подойдет на леща, на карася. Но я это использую в основном на карпа. Я режу такие где-то 2 на 2 кубики, обтесываю углы, и получается насадочка на карпика. Сейчас я покажу, как будет выглядеть в готовом виде. Вот такой вот получился бойлик. Или можете назвать его как хотите. Можете кружками его, кубиками. Короче, как хотите. Я вот делаю вот такими цилиндриками практически. Вот. До встречи на канале. До новых рецептов. Пишите свои отзывы о результатах. До новых встреч.